Железнодорожный вокзал Заречье стоял как старый свидетель, выдержанный до конца векам. Красный кирпич под пылью и дождями, угольная пыль, которая вечно прячет запахи в ноздрях прохожих. Перрон был выложен неудачно по-разному обработанными серыми плитами, будто руки, объятые странной молитвой, обнимали стальное полотно. Конец апреля пахнул влажной холодной росой и тревожной меланхолией, и в этом утреннем фильтре, который будто пропускал только тихие шаги, на платформе появился Илья. Илья, 26 лет, работал на вокзале чистильщиком путей 3-й год. Его жизнь текла монотонно, и в этом монотонном течении он нашел медитативный ритм, экономичные точные движения, будто он танцует с железом и камнем. Он подметал ссор, проверял урны, поправлял плитку, и каждый его шаг звучал как маленький ритуал, который держал его в рамках рабочего дня и собственного спокойствия. На краю платформы, у дальнего рельса, Илья заметил рыжую кошку. Шерсть ее была густой, чистой, окрашенной оттенками охры, металла и теплого янтаря. Она держала на шее широкий кожаный ошейник и тусклый металлический медальон. Никаких лишних движений. Кошка словно ждала чего-то, словно поджидала момент, чтобы забрать у времени немного своей собственной силы. Кошка сидела неподвижно, глядя на рельсовый путь, и Илья почувствовал себя непрошенным гостем в ее тайной церемонии. Она не моргала, не искала запахи, была полностью погружена в ожидание. Это был не страх, не тревога, нечто более стойкое, как будто кошка знала, что случится дальше, но не хотела спешить к развязке. День шел своей очередной дорогой. Электрички уходили и приходили, скоростные поезда гнали свои ритмы по стальным артериям. Илья работал на первой платформе, но его взгляд иногда задерживался на второй, где чугунная скамейка дышала историей и чужими историями. К вечеру воздух становился мягче, свет ложился золотисто, но в нем уже проскальзывала надвигающая сырость. Рыжая кошка оставалась на месте. Шерсть ее слегка спуталась. Под глазами лежала тень усталости. Илья понял, что кошка не растеряна. Она принимает решение, которое ей уже не нужно отпугивать. Она ждала. Илья подошел к ней ближе, налил воды в небольшую миску, положил перед кошкой кусочек булки. К кошке вода отзывалась благодарной реакцией, а булка, хотя и привлекает запах свежести, была пропущена. Рыжка не хотела вкушать что-то простое, как будто думала, что даже хлеб — это роскошь возвращения к нормальной жизни. Она пила быстро, но не суетливо, как будто знала цену каждой капли. Осмотрев шерсть и заметив медальон, Илья прочитал имя на нем — Рыжка. Но цифры номера телефона почти стерты временем, и это мешало найти хозяина. Он чувствовал, как растет внутри него странное сочетание беспокойства и усталости, желание найти кошку хозяину, и в то же время готовность принять, что она может остаться здесь. Разочарование охватило Илью. Медальон не давал нужной информации. Он не мог оставить Рыжку здесь на ночь, но и не мог забрать ее силой. Он не хотел быть тем, кто забирает чьё-то сердце. На следующее утро он принес кошке рыбу, привезенную от тети Светы, знакомой, которая знала, как заботиться о животных. Рыжка съела рыбу, но благодарности не было. Она продолжала держаться дистанции, как будто в отношениях с жизнью ей требовалась еще одна искра доверия. Поезд приближался, и Рыжка преобразилась, словно становилась хищником. Взгляд стал настороженным, она внимательно просматривала каждого выходящего пассажира, как будто искала того, кто ушел и не вернется. Никто не подходил к кошке, поезд уезжал, а Рыжка снова становилась скульптурой ожидания, но все же она держалась за возможность. Илья осознавал, это ее долг и форма любви — ожидать. И он ощущал, что ее верность — это не слабость,
а сила. Каждый день стал расписан по часам и линиям ожидания. Сердца людей, дыхание вагонов, ритм сердца Рыжки. Рыжка вернулась к своей позиции в очередной раз, и ее разочарование стало для Ильи тем же поводом улыбаться миру. Однажды Илья решился поговорить с Верой, кассиршей, которая знала каждого пассажира в лицо и слышала всю историю вокзала. Он спросил о Рыжке. Кто она такая? Почему она осталась здесь? Вера поведала простую, но тяжелую историю. Кошка уже третий день сидит на платформе, а мужчина, оставивший ее, уехал в Москву. Рыжка ждет возвращения хозяина, не понимая, что он не вернется. Илья ощутил жестокость поступка. Праведный гнев на хозяина кошки за то, что он бросил ее в чужой мир. Это знание меняло его отношение к Рыжке. Он видел ее не как обыкновенного питомца, а как живое существо, ставшее жертвой взрослого мира. Илья начал приносить кошке еду и воду регулярно, пытаясь создать новую точку привязки к жизни, в которой Рыжка не будет одинока на платформе. Рыжка постепенно начинала узнавать его не как спасителя, а как друга. Илья принес кошке плед, но она отказывалась от комфорта. Он говорил ей о своей жизни, рассказывал о своем доме и о прошлом, но Рыжка отвечала молчанием, как если бы ее внимание было занято чем-то другим, тем, чем она сама думала заняться. Илья предлагал Рыжке уйти с ним, но она отказывалась. Последний поезд уносил надежду кошки. Илья не сдавался. Он решал продолжать заботиться о Рыжке, ведь для него ее жизнь была важнее собственного удобства. Неделя за неделей Илья покупал миски для воды и еды, ставил их на плед. Рыжка привывала к новым привычкам, но продолжала ждать на платформе. Забота давала ему новый смысл жизни. В тумане вечерних огней Илья разговаривал с Рыжкой, аккуратно кладя руку на ее голову, молчаливое согласие на контакт. Он ощущал облегчение и понимал, что его миссия имеет смысл. Он не просто заботится о кошке, он помогал ей выживать в чужом мире. На пледе он заметил рыжее пятно. Рыжка снова отдыхала, используя момент, когда Илья отвлекается, чтобы понять, как это все влияет на нее. Он понял. Рыжка принимает его заботу, но только когда он не смотрит. Они оба осознали, что теперь у них сформировалась новая рутина. Рыжка стала частью его жизни, и борьба за ее будущее продолжалась. Через 10 дней Рыжка стала известной на вокзале. Работники, пассажиры — все знали ее по имени. Света передавала Илье обрезки рыбы. Фотографии Рыжки пускались в сеть, вызывая улыбки и комментарии. Илья написал пост, чтобы найти хозяина Рыжки. В нем были факты о кошке и призыв к действию. Эффект оказался мгновенным. Сотни репостов и комментариев. Но ответов не было. Хозяин Рыжки не откликался. Илья понял. Спасение Рыжки должно начаться на вокзале, здесь, где она ждет, а не там, где люди уходят. Май надвигался, но погода оставалась холодной и непредсказуемой. Вокзальный навес был старый и узкий. Рыжка почти не защищена ветру и дождю, когда не было поезда, и в полдень разыгралась стихия. Резкие порывы ветра и апрельский ливень обрушились на платформу. Рыжка намокла, шерсть прилипла к телу, но она оставалась на своем посту. Илья брал ее под брезент, следил за ее здоровьем, поддерживал ее холодной каплей воды и теплым словом. Илья принес брезент и поддон и построил укрытие над Рыжкой, чтобы хоть частично защитить ее от потоков воды. Он делал это не ради славы, а ради того, чтобы Рыжка чувствовала себя в безопасности, чтобы она знала, что есть кто-то, кто не подведет. Рыжка наблюдала за его действиями, но не выражала интереса словами. Через 5 минут она подошла под козырек и улеглась на плед. Доверие, которое росло между ними, было похоже на тихий шепот Вселенной. Теперь Рыжка принимала тепло и сухость,
которые Илья ей предложил. Их отношения перешли в новую фазу. Рыжка перестала быть постоянной угрозой для Ильи и стала тем, кого он может сделать своим домом. Подростки играли на платформе, и один из них пнул бутылку. Рыжка всполохнула тревогой и спряталась за ногами Ильи. Илья успокаивал ее, повторяя ее имя, якорь безопасности в этом шумном мире. Рыжка позволила Илье взять ее на руки. Ее тело было напряжено, но доверие было явным. Он погладил ее по спине, ощутил ее искреннее сердцебиение. Их взгляды говорили сами за себя, взаимное уважение и неожиданный обмен энергией. Илья аккуратно опустил Рыжку на плед. Она заснула, глядя на него. Связь между ними становилась крепче. Рыжка перестала быть просто кошкой на посту. Она стала его кошкой. Рыжка продолжала ежедневно возвращаться на платформу, возвращаясь к ритуалу ожидания. Она приближалась к Илье, позволяла ему гладить себя и мурлыкала, словно мир благодарил их за встречу. Понимание того, что ожидание стало слишком тяжелым для Рыжки, подтолкнуло Илью к шагу. Он решил прекратить бесконечное ожидание. Он переоделся, взял спортивную сумку и вернулся на платформу. Он объяснил Рыжке, что может предложить ей спокойствие и тепло. Илья взял Рыжку на руки и попрощался с платформой. Он шел к зданию вокзала, держал переноску как знак новой дороги. На выходе Илья предложил Рыжке выбор — остаться или уйти. Рыжка без колебаний зашла в переноску ради него. Это был знак. Она выбрала его дом. Вечером Илья сидел в своей квартире, Рыжка обнюхивала помещение. Он гладил ее, и она мурлыкала в ответ. Их жизнь вошла в тишину и надежду. Илья почувствовал, что спас Рыжку от ожидания, а она спасла его от пустоты. Их связь стала взаимной. Рыжка оказалась не просто спутником, а спасением и его светом в темной комнате одиночества. Они переехали постепенно. Дорога от вокзала до квартиры была сложной, но правдивой и душевной. Их бытовая драма, история о любви, доверии и принятии только начиналась. Рыжка привывала к запахам нового дома, азоту, машинному маслу, сырому бетону, которые ей казались чужими и знакомыми одновременно. В квартире старые книги и пригоревший суп добавляли ей преданности дому. Она медленно исследовала пространство, отмечала границы и училась жить по-новому. Рыжка искала взгляд на горизонте и не находила его в квартире. Тишина становилась для нее агрессивной, в отличие от шума вокзала. Каждый шорох вызывал у нее нервную реакцию, и Илья учился слушать ее страхи, чтобы стать тем, кто поможет ей снова дышать свободно. Крепкий, но тонкий мост между двумя мирами, Рыжка заняла подоконник как свой пост наблюдения, как на вокзале. Она ждала сигнала, как флаг в порту. Фрагменты гудков и ритм города давали ей ощущение, что дом — это место, где она может быть защищенной. Илья нашел синий плед, который напоминал Рыжке дом и заботу. Он принес его с вокзала и уложил под нее. Плед стал ее теплом и был мостом между двумя домами, вокзалом и квартирой. Ночью Илья проснулся от холода и нашел Рыжку у входной двери. Она ждала, как на вокзале, когда приближаются поезда. Ей нужна была защита, и он почувствовал, что должен быть тем, кто отвечает на ее зов. Илья успокоил Рыжку, сидя рядом. Она заснула на его груди, и этот теплый сон стал для него обещанием. Они вместе пройдут через все. Утро приносило рыжее солнце и ощущение, что все идет на лад. Рыжка шла за ним в прихожую, будто знала, он возвращается, и это место — их дом. Илья возвращался на вокзал не как одинокий человек, а как другой человек, наполненный ощущением долга и смысла.
Вера, кассирша, поддержала его словом: с травмой Рыжки все наладится. Тетя Света принесла Илье пакет с подарками от коллег, новый ошейник с адресником от проводника Игоря. Этот адресник занял место на рыжей шее Рыжки, символ завершения ее ожидания и начала новой жизни. Илья благодарил Свету за помощь и прятал ошейник и пакет в шкафчик. Он покупал корм и набор для гравировки, чтобы сделать новый ошейник Рыжке. Вернувшись домой, он гравировал на жетоне имя Рыжки и свой номер. «Рыжка, мой дом». Со временем Рыжка привыкла к дому. Перестал вздрагивать от звуков, нашла свое место на диване, ее сон стал глубоким, мурлыканье теплым. Илья стал хозяином, и с ним его улыбки вернулись в привычное к ней русло. Они проводили ритуал у окна, наблюдали за горизонтом и за звоном гудков вдалеке. Когда раздается гудок поезда, Рыжка смотрела на Илью спокойно, как будто он ее якорь в мире, где шум и движение никогда не уходят. Илья взял Рыжку на руки, и она мурлыкала, выражая удовлетворение. Он понял, что их история с вокзала подошла к концу. Но началась новая жизнь с Рыжкой. Старый жетон стал напоминанием о предательстве и начале дружбы. Теперь он служил символом доверия и дома. Илья стал хранителем своего дома. Он сохранил коробку памяти и воспоминания о прошлом. Вера рассказала ему, что бывшая хозяйка Рыжки искала ее, узнала о новом доме кошки. Понимание этого принесло ему удовлетворение. Рыжка победила предательство и нашла свое место. Вернувшись домой, Илья выбросил старый медальон и сравнил его с новым жетоном. Он понял, что Рыжка ждала именно его возвращения домой. За окном стояла тихая августовская ночь, без звуков поездов и без страха одиночества. Их история ушла в будущее, оставив в памяти тепло и уверенность. Дом стал кораблем, который плавал по тихому океану памяти, где Рыжка и Илья нашли друг друга не на вокзале, а в самом сердце города. Рыжка перестала быть символом ожидания и превратилась в носитель доверия. В ее взгляде больше не было тоски по ушедшему хозяину, а в глазах Ильи — благодарности за то, что он не бросил ее, а стал для нее домом. Вокзал, который когда-то был их местом тревоги, стал символом начала пути. Путь к новой жизни, где любовь и верность не просто слова, а ежедневная практика заботы и взаимной поддержки.